Что происходит с нами, когда мы не просто смотрим на картины, а видим их? То есть не просто направляем свой взгляд на изображение, а воспринимаем его, проявляем к нему внимание, останавливаемся на нем. Мы признаем его значимость и позволяем ему на нас воздействовать. На одной из моих арт-медиаций одна участница сказала мне: если бы я увидела эти картины в галерее, я бы прошла мимо. Но она на них просто посмотрела бы. А здесь, на программе, она остановилась и обратила на них внимание. Она пришла изначально на программу, чтобы узнать что-то о картинах, а в итоге узнала что-то о себе, глядя на них. И те картины, которые изначально не привлекли бы ее внимание, оказались чем-то с ней связаны. Но эта связь рождается не от того, поняли мы картину или нет, поняли ли мы замысел художника или нет, а от того, что мы признали ее значимость для себя и позволили ей на себя воздействовать. Я вам хочу предложить сегодня интересный эксперимент. Такое небольшое исследование через 3 картины, где я предлагаю вам сначала остановиться, обратить внимание на картину, войти в с ней диалог. В конце посмотреть, изменится ли ваше восприятие этих картин, и попробовать проанализировать, если бы вы не прошли этот путь. Как бы вы реагировали на эти картины, увидя их в галерее? И поделиться потом в комментариях. Ну что ж, предлагаю начать. Давайте представим, что в галерее вы встречаете эту картину Сальвадора Дали. Как бы вы на нее отреагировали? Что должно произойти, чтобы я остановилась у этой картины, а не прошла мимо? В принципе, большинство людей останавливаются у картин, когда видят там что-то, что либо напоминает им их желание, либо, это мое мнение исключительно, да, либо если это какое-то воспоминание совпадает с чем-то из их текущей жизни, либо с чем-то из прошлого. Если возьмем, например, эту картину, гипотетически, если у меня дома похожая плетенка, то, скорее всего, я остановлюсь возле этой картины, рассмотреть, насколько это похоже, может быть, даже как это красиво уложен хлеб, и я могу дома потом это повторить. То есть вот у меня может возникнуть такая связь с этой картиной. Но если такой связи не возникает, то чаще всего, конечно, зритель проходит мимо. Хлеб здесь лежит в тишине. Его никто не трогает, недвижимый он такой, да. И я бы задала такой вопрос: а что во мне сегодня вот так же лежит спокойно? Я бы сказала, мои утра. У меня идет параллель с хлебом, возможно, потому что завтрак. Я смотрю, что здесь падает свет такой неявный на картине, как будто бы еще не полный рассвет дня, а только начинает вставать солнце, и так оно слегка падает на хлеб, на эту скатерть, оно отражается от нее. И это каким-то образом напоминает мне мои утра, потому что мое состояние по утрам сейчас спокойное. Есть привычная рутина, которая формирует для меня опору, которая напоминает мне о стабильности в моей жизни.
Я знаю, что я каждое утро встану и будет вот так. Дальше весь день может быть каким-то хаотичным, и вот эта скатерть как раз напоминает мне об этом. Она такая скомканная, неровная, не гладкая. День может не быть ровным и гладким, но вот эта вот корзинка, она стоит такая статичная, такая прочная, да, это не какое-то мягкое что-то, не салфетка. Она достаточно для меня прочная. Вот такая у меня взаимосвязь. Если бы я не задала себе сейчас такой вопрос, почувствовала, почувствовала ли бы я такую связь с этой картиной? Навряд ли. Я могла бы просто сравнить ее с корзинкой с детства и пройти мимо. Но погрузившись в диалог с этой картиной, я почувствовала с ней связь. Для меня теперь она гораздо больше. Я вижу в ней свой день. Я вижу в ней свое утро, я вижу в ней опору, я вижу в ней стабильность, я вижу в ней рассвет, и я понимаю, что впереди еще долгий день, который может быть не гладким, который может быть интересным, в котором может играть свет, и могут быть разные вкусы. Мгм. И если представить, что я прохожу дальше галереи и вижу картину «Крик» Мунка. Старайтесь зафиксировать сейчас свои мысли об этой картине. На самом деле, да, картина называется «Крик», и персонаж на первом плане, на переднем плане, он кричит, да. Но мы ведь не слышим этого крика. То есть мы видим тишину. И эта картина может помочь задуматься о том, а что во мне сейчас так же тихо кричит. И ответы можно пробовать искать именно в этой картине. Например, я вижу вдалеке вот кораблики. Кораблики, да? Ну да, кораблики. У меня есть возможность увеличить, но в галерее, возможно, можно было бы чуть-чуть поближе подойти. И я понимаю, что во мне сейчас, вот я прям сразу чувствую это. Я не задавала себе этот вопрос до записи, поэтому для меня это тоже сейчас все впервые. Вот я просто вижу эти кораблики, и я понимаю, что во мне просто дико кричит желание путешествий. Я не могу выйти и кричать на весь мир об этом, но я довольно долго не могла никуда выехать. И сейчас я понимаю, что во мне накопилось это желание. И вот сейчас уже я смотрю на эту картину, и она для меня становится такой яркой, такой жизнерадостной. Он кричит, и как будто бы для меня он призывает мой дух путешественника, что давай, вставай, едь уже, ты теперь можешь, все открыто для тебя, вперед. И он словно зовет меня туда, что вот видишь корабли, вот видишь горизонт, вот дорога для тебя открыта, солнце тебе светит, вот посмотри, какой красивый закат. Действуй. Вот что я вижу сейчас в этой картине для себя. Вот какая тишина открылась для меня в ней, и какой крик я в себе услышала сейчас. Теперь в нашей сегодняшней виртуальной галерее тебе встречается эта картина Яна Вермеера. Очень многие люди, конечно же, знают эту картину и остановились бы у нее, потому что она известна, посмотрели бы на красоту девушки,
Но я думаю, что большинство людей также не соотнесли бы ее с собой, не могла бы сформироваться связь, личная связь с этой картиной, вот этот личный разговор. А чтобы он был, какой бы вопрос я бы задала этой картине? Она смотрит сейчас на меня, то есть, видя меня, например, издалека, она наблюдала, как я к ней подходила. Или я застала ее врасплох своим появлением, и она оглянулась и увидела меня. У нее такой нежный взгляд на меня, да, я чувствую, что она смотрит на меня, и у меня возникает ощущение, что я ее потревожила. Не врасплох не застала, не она ожидала меня. Я ее не испугала, а ощущение, что она, возможно, как будто бы что-то смотрела. А я подошла, потому что мне тоже интересно, я хочу посмотреть то же самое, что видит она. И она оглянулась, и для меня она словно понимает, что не ей одной интересно то, что она видит, а что есть еще другие люди, которым это тоже интересно. И в ее взгляде я чувствую вот какую-то радость, что теперь она может с кем-то разделить этот момент, с кем-то о нем поговорить. И в этом смысле и я ровно то же самое чувствую. Я понимаю, что могу словно с кем-то поговорить о том, что я вижу, что вот в данную секунду я могу с ней, возможно, посплетничать. При этом мне кажется, что это может быть легкий разговор, мы можем пошутить и посмеяться. У меня высыпает ее образ, этот портрет, ощущение подруги. Я на нее смотрю как на подругу, и эта картина вызывает у меня именно вот такие настроения, такие ощущения какого-то тепла, легкости, такое вот то, что обычно чувствуешь в дружбе, в дружеском разговоре. Эту практику сегодняшнюю, это видео, мне бы хотелось закончить еще одним вопросом и оставить вас с ним. Если мы можем вот так вот остановиться у любой картины, можем ли мы также остановить свое внимание рядом с другим человеком, поговорив с ним, так же, как мы говорим с картиной? Это искусство внимания. Внимание к миру, внимание к другим. И возвращаясь к мыслям в начале видео, это способность не просто смотреть, а способность воспринимать другого как нечто цельное, с чем вы можете войти во взаимодействие. Мне кажется, что такая возможность разговора с искусством, таких диалогов, такое развитие внимания — это как своего рода тренажер этого навыка. И вот так, разговаривая с предметами искусства, мне кажется, можно качественно изменить, улучшить свои отношения с миром. Сейчас наш контакт с искусством чаще заменен скроллингом. Контакт с собой — списками дел и внутренним диалогом, тревогой. А контакт с другими чаще похож на транзакцию. Ты мне, я тебе. Давайте чаще вспоминать про искреннюю встречу с другим, будь то картина, мысль или человек, где это что-то отдельное и цельное, не пытаясь его немедленно использовать, понять или поглотить.
А я буду планировать путешествие.